Всем урмяу, дорогие друзья. Вы долго ждали историю Мегадет, а просили уж тем более. Признаюсь, после Металлики я не хотел продолжать ролики такого формата, так как их очень сложно и долго делать. Но я решил сделать историю Меги, но не просто так. На то есть причина. Думаю, фанаты Меги уже догадались почему, но остальных же я приветствую. Давайте погрузимся в историю группы. Но сначала предупрежу, что я не знаю историю Меги настолько же досконально, как Металлику. Историю Мастейна, да, знаю, но конкретно группы, записи и так далее не идеально. Так что будут ошибки. Указать их прошу в комментариях. В любом случае, я разобрался максимально подробно, насколько это только можно. Теперь точно приступаем. Любая группа начинается с основателя. В нашем случае это подонок Дэйв Мастейн. Рыжий демон, да и просто Мастейн. Ты охуительный мужик, бля! Я тебя всю жизнь котировал, бля! Ты, мать его, молодец! Хэтулу пизды дал, блядь! Человек, которого считают одними из лучших гитаристов всех времен с очень тяжелым характером. Дэвид Скотт Мастейн родился 13 сентября 1961 года в городе Ла-Меса в Калифорнии. Изначально фамилия Дэйва звучала как Мустонин или Мустанен. В семье Мастейнов было 4 детей, и Дэйв единственный, кто родился с писюлькой между ног. К тому же он еще и был самым младшим. Как и у Хэтфилда, детство Мастейна не было легким. Отец Джон Джефферсон Мастейн частенько напивался и избивал Дэйва. Отец мог быть очень жестоким с Дэйвом. Однажды, чтобы показать брату, кто в доме хозяин, он схватил его за ухо плоскогубцами и потащил через весь двор к дому. В возрасте 4 лет родители Дэйва, Джон и Эмили Мастейн, развелись. Дэйв рос без отца. Но батя все просто так не оставил и продолжил сталкерить семью, из-за чего Дэйв вместе с мамой очень часто переезжали. До 18 лет Дэйв увлекался всякими темными искусствами назло верующим родителям, так как сам Дэйв ненавидел это все. I was so unbelievably, you talk about, when I skipped the question about being abused as a kid, at school in the United States, they do the Pledge of Allegiance to the flag every morning, right? I couldn't put my hand on my heart, right? You couldn't say the Pledge of Allegiance, so all the other kids are picking on you. You can't celebrate birthday, can't celebrate Christmas. That doesn't sound like religion, that sounds like punishment. And then on the weekends, I had to go out and knock on strangers' door and say, hey, you want to buy my magazine? Well, first off, that religion is a false religion. It has nothing to do with God or Jesus or Christianity anyways. And second off, for me, it was one of the most abusive things that I've ever been through in my life. К слову, в будущем он все переосмыслит и сам станет христианином. Осенью 1969-го матушка купила Дэйву первую гитару, но Дэйв быстро на нее забил, так как, что-то не получается. В тот момент его куда больше увлекал спорт, и спойлер, даже во взрослом возрасте он будет увлекаться спортом. Примерно в том же году он стал игроком в юношеской бейсбольной команде. В февраль 75-го семья переезжает к старшей дочери или же к сестре Дэйва Мастейна, Сюзанне, но однако и там у Дэйва были проблемы. Муж Сюзанне недолюбливал Дэйва из-за его любви к тяжелой, злобной сатанинской музыке, а еще плюсануть, что он был полицейским, так еще и до жути религиозный. Встреча полицейской дубинки и лица Дэйва была лишь вопросом времени. Будучи верующим человеком, Боб, естественно, терпеть не мог все эти рок-пластинки, которые Дэйв приносил домой, и называл такую музыку дьявольской. Sad Winds of Destiny — отличный Джудас Пристовский альбом, а ему не нравилось. Я сказал ему какую-то грубость, ему очень не понравилось, и он побил меня своей дубинкой. После этого Дэйв и понял, что за слова нужно стоять до конца. Уже в 15 лет Мастейн съехал в собственную квартиру, зарабатывав на продаже запчастей и на продаже наркоты. Наркотики зло, кстати. Однако, одна из девушек, которая была частой посетительницей, не имела денег, и вместо бабла давала Дэйву пластинки Iron Maiden, AC/DC, и так далее. Я продавал свой товар человеку, которая работала в магазине грамм-пластинок. Она приходила ко мне домой днем, мы занимались сексом, она давала мне пластинки, а я ей косячки. Потом она возвращалась на работу. Именно так я и получил свой первый диск Iron Maiden. Весной 1978-го Дэйв бросает школу и спорт, вновь взяв в руки гитару. Главной причиной стали, как думаете, что? Наркотики и баба. Все по классике. Любовь к наркоте и алкоголю приведет к множеству проблем. Впрочем, об этом позже. Хотя и без этого Дэйв бы взял в руки гитару, только уже не акустическую, так как любовь к тяжелой музыке прогрессировала с большой скоростью. Один раз Дэйв сказал: вы когда-нибудь пробовали сыграть соло на акустической гитаре? Это как заниматься сексом в одежде. Да, ты вроде знаешь, что тебе нужно делать, но это далеко не те ощущения. Немного поднакопив, он купил первую электруху и, послушав слова великого Оззи Осборна про рок-н-ролльную жизнь со славой, гастрольными женщинами и выпивкой, которая ему по душе, Дэйв решил жить точно так же. Просто напомню, что на тот момент Оззи Осборн был кумиром вообще всех музыкантов.
Но, как уже было сказано, у Дэйва тяжелый характер, поэтому и группу он решил не искать, а создать сам. Кто бы что ни говорил, но лидерские качества у Мастейна всегда присутствовали. Так он и создал свою первую группу, которую назвал «Паника». Почему «Паника»? Да потому что он своей музыкой хотел вызывать такие эмоции у людей. Каких-либо успехов группа не добилась, зато Мастейн сочинил 3 песни. Да и в принципе Мастейн играть-то умел, но добиться чего-либо в этой группе у него не было шансов. «Паник» отыграли первый и единственный концерт, после которого по дороге домой они врезались в железнодорожную будку, разбились звукооператор и барабанщик. Так группа и закончилась. Зато после этого Дэйв пошел листать газеты, и там он наткнулся на кого? Правильно, Металлика собственной персоны. Я, как обычно, сидел на кресле, играл на гитаре, делал какие-то заметки и параллельно читал колонки с объявлениями. Раньше любой желающий мог так нанять кого-нибудь на работу, что-нибудь продать или прочее. В одном из таких объявлений было написано, что некая группа, играющая тяжелую музыку, ищет гитариста. Ну, а почему бы и нет? Надо сходить. На прослушивание Дэйв шел уже собственным материалом, и со слов Дэйва, да и самой Металлики, в группу его приняли даже не прослушав. Пока он разогревался, его игра так впечатлила Ларса и Джеймса, что те без раздумий сказали: «Ты принят». I went in there and I set up my gear. I started warming up, and these guys were all in the other room. I walked in there and I said, "Come on, let's go." And they said, "You got the job." And I went, "Well, that's easy." Так Дэйв и попал в Металлику. James Hetfield, rhythm guitar and vocals. Lars Ulrich, drums and bongs. Dave Mustaine, lead guitar. Cliff Burton, bass guitar. Про тяжелый характер помним. Дэйв терпеть не мог басиста, игравшего в группе на тот момент, коим был Рон Магофни. Он всячески пытался добиться его изгнания из группы. Иронично, не правда ли? Один раз он вылил пиво на звукоснимателю Рона, после чего его шибануло током. Джеймс заступился за товарища, но еще будучи хилым и зеленым, получил звездюлей от Мастейна. Однако Дэйва не выгнали, и они записали демку No Life Till Later. Хотя вокалистом и был Джеймс, Мастейн чувствовал себя главным в группе. Он думал, что весь гитарный звук держится на нем. И трудно не согласиться. Дэйв был на несколько голов выше их, а как в группе появился Клифф Бёртон, так это вообще тушите свечи. Клифф был тем человеком, который мог по достоинству оценить игру Дэйва. Да и что ж греха таить, после изгнания Мастейна Клифф остался единственным человеком, с которым он поддерживал дружеские отношения. И казалось бы, не твори херни, продолжая играть вместе с группой, но Дэйву реально нужно было снизить лидерские качества. Приходя к успеху, он все больше и больше стал позволять себе алкоголь, наркотики и всю остальную дурь. Дэйв не раз говорил, что думал, что это он лидер группы. И Джеймсу с Ларсом это все надоело, после чего Дэйв и был выгнан из группы. Но за этот год Дэйв настолько сильно сблизился со всеми. Он действительно считал их за братьев. Собственно, и Джеймс тоже считал Дэйва братом. Когда они сообщали Дэйву о изгнании, в глазах Джеймса Дэйв увидел слезы. К слову, Клифф тоже был не против изгнания Дэйва. И хоть Дэйв любил этих парней, его эго пошатнулось, и он их, возненавидел. Стало еще больнее после того, когда я увидел, кем они меня заменили. Кирком, мать его, Хэмметом. Вы вообще видели, как он играет? Почему его взяли? Да потому что он же полис. И единственный, кого Мастейн все-таки уважал, был Клифф, так как он оценивал его объективно, а не по личному мнению. Зато как много доставалось Кирку. Знаете, что самое смешное? Я слышал в соло-партиях Кирка те гитарные ходы, которые мы обсуждали вместе с Клиффом. Понимаете? То есть соло-партии этого человека состоят полностью из чужих наработок. Масло в огонь подогревало и СМИ, которые аннулировали вклад Дэйва в Металлику, так же как и в творчество уже самого Мастейна в рамках Мегадет. Короче, они были семьей, но остальные члены этой семьи решили выгнать этого беззащитного котенка. По крайней мере, именно так думал Мастейн в те времена. Так и началась великая вражда в истории музыки, которая приведет нас к совершенно новой группе. Однако перед уходом Дэйв сказал, что запрещает использовать его материал для дебютника Метлы. Но Металлике было насрать, и они использовали материал Дэйва в таких песнях, как Metal Militia, Phantom Lord, Jump in the Fire и The Four Horsemen. С последней так вообще будет смешная история, чуть позже расскажу.
И вообще Дэйв не раз говорил, что Мегадет это лишь способ отомстить Металлике. Физически ты им ничего не сделаешь, значит надо уделать их в музыкальном плане. Чтобы меньше ассоциировать себя с Металликой, Дэйв решил играть по-другому. Он начал искать новый стиль игры для своей группы. Но группу нужно еще собрать, чем Дэйв и занялся. После изгнания Дэйв ехал на автобусе в Лос-Анджелес, и на одной из брошюр он увидел слово Мегадет. Данное слово его зацепило, и убрав одну букву, он придумал название для своей группы. Уже в Лос-Анджелесе он создал группу Fallen Angel. Состав группы постоянно менялся, но по итогу Дэйв решил вообще переименовать группу в уже знакомый нам Мегадет. По итогу отбора в группе осталось двое: Дэвид Эллисон и Грега Хандевита. Но последний ушел уже через 2 месяца. Зато Дэвид с Дэйвом нашли общий язык. История их знакомства — это как свадьба твоего друга. Такая же милая и приятная история. Сам же Дэвид говорил, что встреча с Мастейном была лучшим событием в его жизни на тот момент. Сначала мы выпили все пиво, что купили, а потом он взял в руки гитару, и я никогда прежде ничего подобного не слышал. Дэйв — великий гитарист и прекрасный композитор. Хотя Дэвид и не был настолько же хорош, как Мастейн, Дэйву он понравился, и он решил оставить его в группе. А вот найти барабанщика и второго гитариста все никак не получалось, но по итогу за барабаны сел Ли Рауш. Дэйв же, как и Хэтфилд, не хотел становиться вокалистом, но так как с поиском вокалиста были проблемы, Дэйв забил и стал петь сам. В 1984-м группа записала демку Last Rites, состоящую из 3 композиций, которые в будущем войдут в дебютный альбом. Это Last Rites, Love to Death, The School, Bennett the King и Mechanics. Второго гитариста в группе до сих пор нету. Некоторое время даже Керри Кинг из Слэйра играл в группе. Затем и барабанщика заменили на Гара Самуэльсона, который был большим поклонником джаза, как и остальные, впрочем. Мегу, кстати, не раз отмечали за то, что они принесли джаз в трэш-метал. А знакомство двух Дэйвов с Гарой было вообще смешным. Далее со слов Мастейна. Мы заходим в комнату, а там сидит этот парень в отключке с сигаретой в руках. Он спал, а сигарета прожигала ему пальцы. Тогда я сказал младшему: «Бля, это будет весело». Короче, внутри группы все никак не могла найтись гармония между участниками. Но все-таки второго гитариста нашли, и им стал Крис Поланд, тоже любитель джаза. У Криса было музыкальное образование, играл он ничуть не хуже Мастейна. Да и к тому же он с Гарой уже играл вместе в одной группе. Крис был очень хорош. И не менее важно был тот факт, что он и Гар уже развили определенные связи, играя в одной группе, и будучи друзьями на протяжении многих лет. Это всегда важно. В общем, через слезы и пот Дэйв собрал группу. Да и не абы какую, а реально мастеров своего дела. Ну, как минимум, барабанщик у Дэйва был лучше, чем у Хэтфилда. Тем не менее, они приняли решение начать записывать альбом, подписав контракт с Combat Records. И тут случился первый же скандал. Изначально Мастейн хотел другую обложку для альбома, но студия настояла на этом варианте. В переиздании будет использован вариант Мастейна. И да, знакомьтесь, это маскот группы под именем Вик Rattlhead. Если вы задумались, почему у него пол лица перекрыто, объясняю. Как мы помним, у Мастейна тяжелый характер. Вот и на маскота он перешел. Скажем так, все его закрытые части — это аллегория на фразу «ничего не слышу, никого не вижу, ничего не говорю». Короче, Вику Rattlhead'у просто похуй на всех, так же как и Мастейну. Говорить что-либо о создании песен в принципе нечего. Давайте знакомиться с композициями. Сразу скажу, что все композиции были написаны Мастейном, кроме одной. Да и в принципе практически все песни из будущих альбомов будут написаны Рыжим. Открывающей песней дебютника стала Last Rites, Love to Death. Вторая — Killing in my Business, and Business is God. Третья — School Bennett the King.
Четвертое The Boots. You keep lying when you are being truthed. You keep losing when you are not fit. You keep saving when you are being changing. No, it's right, but you ain't fit right yet. These boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days, these boots will gonna walk all by you. Пятое Rattlehead. Oh, here I come. Stand up. Plant your feet. Listen. Letting us deep. Шестая Chosen Ones. You doubt just run out courage to come to join me. The death solid way through, sharpen the bloody D. And I'm my salvation, no others are fighting one. So I knew this was battle. We are the chosen ones. Седьмая Looking Down the Cross. И восьмая Mechanics. Давайте расскажу все-таки, в чем прикол этой песни. Смотрите, есть дебютник Металлики, и есть дебютник Megadeth. Есть песня Mechanics, и есть песня The Fourth Horseman. И просто послушайте и... В общем, да, материал Мастейна был использован в двух песнях сразу. В песне Металлики и в песне самой группы Мастейна, в принципе. Пластинка получила в целом хорошие оценки. Отмечали быстроту и агрессивность песен, хаотичное звучание и, конечно же, соло-партии Мастейна и Поланда. Конечно, результат мог быть гораздо лучше, но что есть, то есть. Мастейн свое еще возьмет. Но если говорить чисто и без воды, то первую свою битву с Металлика Мастейн очевидно проиграл. Металлики и их Ride the Lightning уходит 1 балл. Однако бас-гитарист Дэвид Эллифсон не остался доволен пластинкой. Он сказал, что это неплохая работа, но ему хотелось бы парочку медляковых песен. Все-таки на тот момент Металлик уже показали, что медляк в металле тоже приветствуется.
но все песни решили записать в быстром темпе. Из-за мрачных текстов критики, естественно, обвинили группу в сатанизме, однако Мастейн отвергал любые причастия данного культа к своей группе. Вообще, эта практика уже какая-то обыденная. Если ты играешь тяжелую, некрасивую музыку, значит сатанист. Группа медлить не собиралась и практически сразу после выхода дебютника решили записывать второй альбом. По моему мнению, одна из лучших пластинок группы. А, вообще и лучшая. Альбом Peace Sells But Who Is Buying, или же Мир продается, но кто покупает, вышел все по тем же лейблам Combat Records. На обложке стоит Вик Rattlehead, а на фоне изображено разрушение генерального ансамбля ООН из-за ядерной атаки. Облокотившийся на табличку Вик Rattlehead с надписью For Sale, что в переводе значит продается, отсылает на то, что ООН продажная. Как вы могли понять, исходя из всех фактов, основными темами песен станет политика. Хотя через год после выхода Мастейн говорил, что изменил бы название альбома на Peace Won't Sell, but no one won't buy it. В переводе «Мир продается, но никто не готов его купить». До тех пор, пока люди будут продолжать воровать, калечить и плохо относиться к друг другу, можно указать на это и сказать: смотри, это неправильно. Конечно, мы поем об этом, но выбираем негативный подход к тому, о чем поем. Хей, дьявол здесь, но он не идиот. Вот почему он похоронен в грязи. Альбом вышел в 1986 году, и это был успех. Даже Ларс Ульрих восхищался этой работой. I remember just when the first record didn't do that much for me. I respected it and stuff like that, but I was like a really big fan of Peace Sells. The second record I thought was an awesome heavy metal record at that time. And I listened to it a lot, and even though I certainly didn't tell anybody at the time, I was actually, I guess, secretly kind of proud of the work that he'd done because he had stepped up to the plate. I certainly didn't tell James. But now I know. But I thought that was an awesome record. Открывающей песней стала Wake Up Dead. Рассказывает она о мужике, который изменил жене. Он пробирается в свой дом, чтобы жена не узнала о любовнице, ведь если узнает, то убьет. Кстати, имя Диана было выбрано не просто так. На тот момент это была возлюбленная Дэйва, которой он изменил и, собственно, написал про эту песню. И вот за что я обожаю эту песню, так это за данное соло. Любой раз, как включаю, идут мурашки по коже. Второй стало The Conjuring, так, я не знаю, как читается, если честно. В песне рассказывается о сатанисте, который заключает сделку с дьяволом. В некоторых источниках написано, что, возможно, это основано на жизни Мастейна, так как на тот момент он увлекался сатанизмом, но это навряд ли. Третья и лучшая песня на альбоме, а еще и моя любимая у Меги в принципе. Конечно же, это Peace Sells. Весь секрет, как по мне, заключается в басе. Он здесь просто превосходный. И не зря эту песню включали в множество подборок лучших метал-песен всех времен. Плюс она не раз становилась саундтреком к играм, например, GTA Vice City. А текст песни направлен на критику холодной войны, да и любых войн в целом. Мастейн еще не раз будет говорить в песнях о своем отношении к войнам, так что не забываем. В общем, одна из лучших песен Megadeth уже на втором альбоме. А по моему мнению, так вообще самая лучшая, уступая лишь будущему Holy Wars. Но, впрочем, об этом позже. What I mean, I don't pay my bills. What do you think, I'm broke? Huh? If there's a new way, well, I'll be the first in line. But it better work this
4-е Devil's Island. The light that fills my lonely cell is blacked out by the tree. The locks the door to the cell, why is he running me? Time's racing like the wind, execution's near. Oh no, I went to death and gas, I have no fear. Devil's Island! Devil's Island! Final judgment. Пятое Good Morning Black Friday. И что? Это медляк? Шестая Bad Omen. Седьмая I Am Superstition. И закрывающий альбом песни стала My Last World. Альбом вышел, и все восторженные отзывы я уже назвал, так что переходим дальше. В феврале 1987-го Мега выступает на разогреве у Элиса Купера. Тогда Элис заметил нездоровое пристрастие группы к наркоте и алкашке и попытался их как-то сдержать. После этого Мастейн сблизился с Элисом. Ну и в том же году они отправляются на свой первый мировой тур. После окончания этого тура Мастейн принял решение выгнать из группы Гара Самуэльсона и Криса Поланда из-за их излишнего употребления наркотиков. И Мастейн, грубо говоря, прочувствовал на своей шкуре, что испытывали Хэтфилд с Ларсом, когда Мастейн был в бухом состоянии и дебошировал. Ведь сам Дэйв говорил, что Самуэльсона невозможно контролировать, когда он бухой. Во время тура в группу пригласили другого барабанщика просто на тот случай, если Самуэльсон не сможет выйти на сцену. И именно это стало причиной увольнения. Прикиньте, Мастейн увольняет барабанщика за то, что когда-то уволили самого Дэйва.
Вот круг и замкнулся. Полон же был еще хуже. У него не было денег на наркоту, и поэтому он продавал все оборудование группы ради очередной дозы. Они даже подрались и разгромили гостиничный номер. Вы просто прикиньте, один злой алкоголик выгоняет другого злого алкоголика за то, что он злой алкоголик. Короче, группа лишилась второго гитариста и барабанщика. Где искать новых, вообще без понятия. У каждой группы существуют свои проблемы, не последней из которых является сохранение состава. Я уважаю любую группу, чья карьера простирается на многие десятилетия, без многочисленных кадровых перестановок. Но все же, как бы не была хороша пластинка, но вот проигрывает она Master of Puppets от Метлы. Безусловно, работа Меги превосходна, но вот есть идеал в виде Master of Puppets, альбом, который стоит в списке величайших работ за все время. В общем, Дэйв, очевидно, проиграл своим конкурентам, но это не его вина, что он сделал плохую пластинку или что-то подобное. Нет, пластинка Меги просто охуительна, но Металлика сделала лучше. Отдыхать было некогда, и уже через 2 года выходит следующая пластинка. Альбом получил название So Far, So Good, So What. В переводе «Пока все путем, ну и что?». Записан альбом на лейбле Capitol Records, вышел в 1988 году. И думаю, долго распинаться нету смысла, альбом полнейший провал и худшая работа Мастейна. Причем так считают не только критики и фанаты, Мастейн сам не раз это говорил. Результат был ужасен, в основном это из-за наркотиков и приоритетов, которые у нас были или которых у нас вовремя не оказалось. Исходя из задач и целей, этот альбом был просто неподъемным. Я не мог разобраться со своей наркотической зависимостью, то я хотел завязать, то не хотел. Мы работали в студии Woodstock на окраине Нью-Йорка, и мне было плохо, и все просто разваливалось. А Пол Лани уходил в лесопарковую зону, срывал яблоки, чистил их и скармливал их гребаному оленю, пока мы пытались записать пластинку. А я думал, так, олень ест гребаные очистки от яблок. И значит, олени не едят очищенные яблоки без семечек. Нам дважды приходилось ремикшировать альбом, и микс все еще продолжал звучать отвратительно. Все тонуло в реверберации. Представляете, я платил Лани за то, что он уходил из студии, чтобы покормить долбаного олененка, вместо того, чтобы выполнять свою работу, то есть корпеть над записью альбома. Эта пластинка была записана в тотальной спешке. Перед нами поставили просто нереальные сроки, и, если честно, состав группы просто никуда не годился. Ни Чак, ни Джефф никак не вписывались в группу, не говоря уже о том, что они были не такими уж плохими музыкантами, но только не для уровня Megadeth. Для меня So Far So Good был шагом назад. В общем, как вы понимаете, это был производственный ад для Мастейна, и в этот период группа чуть не распалась, так как зависимость Дэйва, отсутствие нормальных участников и так далее. В общем, одно наложилось на другое, и они выпустили это недоразумение. Конечно, помимо наркоты была еще одна причина, почему Мастейн был в ужасном состоянии, но об этом позже. Альбом открывала инструментальная Into the Lung of Hell. Второй была Set the World Afire.
Третий, на удивление, стал кавер на Sex Pistols и их Anarchy in the UK. Четвертая Мэри Джейн, нет, не та самая Мэри Джейн из Марвел. Пятая 512. Буквально песня так и называется. Ну и шестой стала легендарная In My Darkest Hour. Собственно, еще одна причина помимо наркотиков была, конечно же, смерть Клиффа Бёртона. Несмотря на всю вражду с Металликой, Дэйв и Бёртон были друзьями, и Дэйв уважал Клиффа. А когда он узнал о смерти человека, которого он считал за брата, его руки опустились окончательно. Да и мне кажется, даже если бы, не дай бог, на месте Клиффа оказался Ларс или Джеймс, то даже Кирк, Мастейн бы не остался равнодушным. Мне позвонили и сказали: это Клифф, он мертв. Я ничего не понял. Какой Клифф? Кто мертв? Спросил я. Клифф Бёртон. Произошла авария. Мне нечего было ответить на это, я просто стоял, сжимая телефон. Клифф был замечательным человеком и музыкантом. Он тоже, будучи участником Металлики, позволял иногда себе колкие шуточки в мой адрес, но мы никогда не обижались друг на друга. Я всегда его уважал. По сей день его вспоминаю. Эта песня была написана в тот день, когда я узнал о смерти Клиффа. Это очень проникновенная песня для меня, потому что она великолепно выражает ту бурю эмоций, поднявшуюся тогда во мне. Я очень расстроился и думаю, что это чувство утраты нашло свое отражение в музыке. За все эти годы многие люди писали в наш фан-клуб и говорили: Дэйв, мне незачем больше жить, жизнь говно, ведь мы все и так умрем. А потом, но эта песня дала мне надежду, и теперь я понимаю и вижу таких же, как ты, тех, кто сражается с подобными проблемами. И давайте признаем, жизнь стерва. Но есть определенные вещи, которые помогают тебе жить, и когда я узнаю о том, что других затронула эта музыка и дала им надежду продолжить жить и так далее, это реально радует меня. Прекрасная баллада, написанная Мастейном в память о Клиффе Бёртоне. Седьмая песня Lair. Закрывала альбом Hook in Mouth.
И знаете, я не могу сказать, что альбом прям плох, лично мне он вполне себе вкатил. Но при этом очевидно, что Injustice for All от Металлики, который полностью посвящен Клиффу Бёртону, на 3 головы выше третьего альбома Меги, и Металлика вновь одолела Мастейна. Металлике уходит еще 1 балл. В июне 1988-го Megadeth приглашают в документальный фильм The Decline of Western Television 2 The Metal Years, короче, неважно, в котором раскрывалась о лос-анджелесской метал-сцене, в частности, глэм. И для этого фильма на песню In My Darkest Hour был снят клип, который показывается в конце фильма. Правда, потом Мастейн назовет этот фильм как разочарование, которое сравняло Megadeth со стадом дерьмовых групп. В этом же году они начали мировой тур в поддержку альбома, но из-за проблем с барабанщиком Чаром Бёллером Мастейн позвал другого барабанщика на случай, если Чак не сможет продолжать тур. Короче, история точно такая же, как и с Самуэльсоном. Уже в августе в другом туре Мастейн увольняет Чака Бёллера и Джеффа Янга. После этого за барабаны пригласили сесть Ника Менцу, человек, который и страховал группу на случай, если Чак не сможет выступить. Зато пока искали второго гитариста, Мастейна арестовали за вождение в состоянии наркотического опьянения и хранение наркотиков. Масло в огонь подлило еще и то, что он врезался в машину полицейского. Суд сжалился над Дэйвом и прописал ему лишь срочную реабилитацию, после чего мозг Дэйва впервые за 27 лет стал трезвым. После всего говна Дэйв решил все же найти второго гитариста, да и не простого, а настоящего виртуоза похлеще самого Дэйва. Все было настолько серьезно, что Дэйв пригласил даже Даррела Деймбага. Кто не знает, это гитарист Пантеры, настоящий зверь данного инструмента. Если хотите историю Пантеры, то комментарии открыты. Даррелл, кстати, был готов вступить в группу, но при условии, что они посадят Винни Пола за барабаны. Это брат Даррелла. Но так как барабанщик уже был, Дэйв отказал, и Даррелл прошел мимо Меги. Даже обидно как-то. Было бы очень интересно посмотреть на связку Дэйва и Даррелла. В итоге Дэйв пошел на концерт группы Какофония, в которой был замечательный гитарист Марти Фридман, после чего Дэйв позвал Марти в группу. Я знал Марти только по его работе над альбомом Какофония. Словами не передать, сколько их мне тогда стоило усилий, чтобы лишний раз не ржать над его образом на той обложке. Мы встретились, он сыграл, и это было безукоризненно. Преодолев все проблемы, пришло время делать 4-ю пластинку Rust in Peace, которая считается лучшей работой Меги и одним из эталонных альбомов во всем трэш-метале. Обложка создана другом Мастейна Эдом Репкой. На обложке вид Rattlehead и 5 президентов мировых держав, рассматривающие тело инопланетянина. На обложке изображены такие лидеры, как британский премьер-министр Джон Мейджор, японский премьер-министр Тосики Кайфу, западногерманский президент Рихард фон Вайдзекер, не нуждающийся в представлении Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший. Название альбома Мастейн придумал, увидев наклейку на бампере автомобиля, на которой было написано «May all your nightclear weapons rust in peace». Во время записи даже не было никаких противостояний, кто какие соляки сыграет. Мастейн понимал, что они два виртуоза, и спорить из-за этого было бы странно. На этом альбоме Марти сыграл гораздо больше соло, чем я. Принцип разделения прост, все строится на ритме. Если мне нравится ритм партия, то соло играет Марти. Но вообще он может играть где захочет и сколько захочет. Конечно, я решаю, где что будет, но я не тоталитарный диктатор. Просто я знаю, что подходит песне. Марти подталкивал меня чаще играть соло и многому меня научил, хотя его стиль игры мне не подходит. Кстати, практически весь альбом был записан на трезвую голову. Вообще, очень сложно что-либо рассказать о создании этого альбома или о том, что происходило в жизни группы, так как там ничего интересного-то и нету. Все сходится к тому, что Дэйв отправляется на реабилитацию, ему помогают, но один хер Мастейн вновь берется за порошок и вновь отправляется на реабилитацию. И так по кругу. Так что предлагаю сразу переходить к композициям из этого альбома. Открывала альбом Holy Wars The Punishment Die. По моему мнению, лучшая песня с этого альбома. Исходя из названия, становится ясно, что песня про войны. А конкретно эта песня, в частности, посвящена конфликту Северной Ирландии между католиками и протестантами. Ну и свое мнение о религии Мастейн тоже высказывает.
Второй стала Hunger 18. Песня основана на фильме Ангар 18. Ник Менса был поклонником данного кинца, и текст написан был им. Дэйв же написал музыку, и вот вопрос: не видите сходств? А если так? Учитывая, что в песне Металлики были наброски Мастейна, выводы делайте сами. Но сказать честно, эта песня мне не очень сильно нравится. Третья — Take No Prisoners. Четвертая — Five Magics. Пятая — Poison with the Cure. Шестая — Lucretia. Седьмая — и это Tornado of Souls, песню, которую Мастейн написал после расставания с девушкой. Это песня обо мне, пытающемся избавиться от бесполезных отношений. Она не имеет никакого отношения к убийству кого-либо. Я написал эту песню о моей возлюбленной, с которой я встречался 6 лет, после чего расстался. Отдельно же хочется упомянуть соло, ведь из-за него, в частности, песня и сыскала такую популярность. Была она написана Марти Фридманом, и вот что он сам говорил. Когда я стал играть соло Tornado of Souls, Мастейн вошел в студию, прислушался к нему один раз, обернулся и, не сказав ни слова, пожал мне руку и ушел. Именно в этот момент я почувствовал, что я действительно гитарист для этой группы.
8-я Down Patrol и закрывала альбом Rust in Peace Polaris. Все было настолько офигенно, что Rust in Peace даже был номинирован на Грэмми, но по иронии судьбы тогда приз взяла Металлика. А какая еще ирония? Да какая там ирония, настоящий прикол судьбы случился с Мастейном. Rust in Peace великолепный альбом, но понимаете, в чем проблема? Черный альбом. Не знаю, как так все совпало, но уже в 91-м Металлика выпускает самый успешный метал-альбом в мире, и это заслуженно. Rust in Peace великолепный альбом, но конкурировать с Металликой было просто невозможно. Enter Sandman — песня, из-за которой меня чуть удар не хватил, когда я ее впервые услышал. Совпадение было поразительным, и оно лишний раз напомнило мне, что мне никогда не выйти из тени Металлика. Эта тень всегда будет нависать надо мной, длинная и мрачная. Подумать только, у меня была прекрасная жена, мировое признание, поклонники, но в то же время у меня не было ничего. Главную битву между этими группами однозначно выиграла Металлика, да и все как их противостояние в принципе. Впрочем, об этом позже. И пусть альбом Rust in Peace стал успехом, моральное состояние Дэйва оставляло желать лучшего. Но уже через год выходит следующий альбом, который ничем не уступает предыдущему. Идея альбома принадлежит Нику Менцу, так же как и идея обложки, на которой висит старик из клипа Unforgiven от Металлики. Ну, почему бы Дэйву и не потроллить бывших друзей? Тематики песен такие же, как и на прошлом альбоме, это политика и война. Впрочем, распинаться здесь, как всегда, не о чем, давайте к песням. Открывает альбом прекрасный Skin on My Thief, песня о суициде. MTV не понравился текст, так как они посчитали, что песня пропагандирует суицид. Нам потребовалось достаточно много времени, чтобы сделать наши отношения с MTV политкорректными. Так что я не хочу снимать видео, которое они посмотрят и скажут: вы идиоты. И если они скажут мне: Дэйв, мы собираемся крутить твою песню такой, какая она есть, но только в том случае, если ты заявишь, что эта песня не пропагандирует суицид, то я сделаю это. Эй, эта песня не пропагандирует суицид. Это песня о том, как много раз я пытался убить себя, но я так и не смог добиться этого. Это о людях, которые хотят покончить с собой, но не могут довести дело до конца. Ну, знаете, они режут себе вены, но не слишком глубоко. Или они бросаются под машину, но она просто ломает им ногу или типа того. Но перед этим, ребят, когда я уже смонтировал ролик, залил его на канал, мне прилетели авторские права. И формат моих роликов такое то, что мне плевать на авторские права. Как бы ролик сделан в кайф, я показываю все песни, все их самые лучшие моменты и так далее. Но проблема в том, что эти авторские права, они ограничивают просмотры в России и в Беларуси, поэтому практически все песни с этого альбома мне пришлось вырезать. Я оставлю лишь прям маленькие кусочки, и те песни, которые можно, я их, наоборот, вставлю полностью. Также будет еще So We'll Be Back, но это уже, в принципе, в конце, так что, ну, не очень важно. Но, ребят, извините за такой косяк, но никак это не могу исправить. Crosswalk, hit and run, the finish line for me.
Ну а второй становится самой известной песней Меги и самой успешной на этом альбоме Symphony of Destruction. Здесь Дэйв размышлял о гипотетической ситуации, в которой обычный гражданин становится во главе государства, в действительности ведомого теневым правительством. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Acting like a robot. Its metal brain corrodes. You try to take us balls before the head explodes. Explodes. Just like the Pied Piper, led rats through the streets. We dance like marionettes, swing to the symphony. Just like the Pied Piper, led rats through the streets. We dance like marionettes, swaying to the symphony. Swaying to the symphony of the starts to rumble. World powers fall. Roaring for the heavens. A peaceful man stands tall. Tall. Третье — Architecture of Aggression. Четвертое — For Closer of a Dream. Пятое — Sweating Boots, самая мемная песня Мастейна. На песню даже был снят клип, но думаю, вы без меня все его видели. Meet the real me in my misfits way of life. A dark black past is my most valued possession. Feeling paranoid to enemy of fostering. Anxiety's attacking me, my air is getting thin.
6-я This Was My Life, There's something wrong with me. There's something wrong with you. 7-я Countdown to Extinction, Endangered species, caged in fright, shot in cold blood, no chance to fight. 8-я High Speed Dirt, Do it if you dare. Leaving from the sky, hurling through the air, accelerating high. See the earth below. 9-я Psychotron, Assassin instinct, sailing from hell, impervious to damage. 10-я Captive Honor, Madness comes, madness goes. закрывал альбом Ashes in Your Mouth. И что ж, этот альбом стал самым продаваемым за всю историю группы, однозначный успех. Но как и в прошлый раз, альбом хоть и стал успехом, моральное состояние Дэйва опустилось в конечную точку. Денег не было, все сбережения уходили на выпивку и наркотики. Сначала меня записали в клуб анонимных алкоголиков, после первого часа первого же собрания с меня было довольно. Я знал, что процесс регистрации был необязательным, поэтому писать можно было хоть Джо Блоу, хоть Дэйв Мастейн, всем все равно было одинаково похуй. Я сказал ей: Пэм, я устал от гастролей, устал от Мегадет, я устал от всего. Ты не хочешь, чтобы я пил, поэтому я принимаю валиум. Тебе придется остановиться, сказала она. Ты убиваешь себя. Знаю. Я согласился выбросить таблетки. Пэм проследила, как я смываю их горсть в унитазе. Ну, почти все из них, так или иначе. У меня оставалось около 3 десятков, которые я съел за один присед, вернувшись обратно в Калифорнию. После этого в 93-м году Дэйва постигла неизбежное. У него случилась клиническая смерть. А тогда у них должен был случиться один из важнейших концертов в истории группы, и Дэйв всех подвел. Мы отменили в значительной степени раскрученное турне в Японии после моей госпитализации. Теперь, когда я, казалось, восстановился, другие парни хотели воскресить это турне. Наиболее непреклонен был Марти Фридман. Марти был абсолютно очарован японской культурой. Его мечтой почти длиною в жизнь было сыграть на будокане, и мой рецидив стоил ему такой возможности. За это я искренне сожалею. Ребята в конечном счете, пусть и неохотно, но приняли мои извинения и поддержали мое решение. Мы отменили турне во 2-й раз, еще больше разозлив японскую аудиторию и промоутеров. Все окружение Дэйва, естественно, говорило ему завязывать и взяться за голову, но Мастейна в тот момент волновало другое. В том же 93-м, 5 июня, должен был состояться концерт, на котором на одной сцене лицом к лицу Мастейн столкнется с бывшими друзьями из Металлики. Это был концерт в Милтон-Кинсе. Так сказать, выступят на одной сцене, и тогда публика решит, кто лучше. Потому что студия студиями, а вживую-то вы что покажете? 10 лет ребячества между Металлика и Мегадет кончились. Тем самым он положил конец своей ненависти к Металлике. Хотя и тут, как по мне, Металлика победила, и их выступление лично мне понравилось больше. Как я уже неоднократно сказал, состояние Дэйва опустилось в конечную точку. Ниже уже просто было некуда, и он вновь начал употреблять наркоту, только в этот раз уже с помощью иглы. Я сказал себе: чувак, эту битву ты проебал. Просто смирись с этим. Вот тогда Дэйва уже смогли запихнуть в лечебницу, где ему ясно сказали: либо бросаешь, либо умираешь, и все твои близкие, жена, дети, ребята, которые от тебя зависят, все они потеряют тебя, а твое творчество останется лежать где-то на полках истории. И в этот момент Дэйв все осознал, после чего ни разу в жизни не возьмет наркотики в руки. Я был слаб. Я не боюсь признаться в этом. Это такая же болезнь, как и любая другая. Если так подумать, я ведь никогда не был плохим человеком. В тот момент все пытались помочь Дэйву, а Дэвид Эллисон и вовсе смотрел за тем, чтобы Мастейн даже близко не подходил к наркоте. Забавно, что когда Дэвид только вступил в группу, это Мастейн оплачивал ему лечение, когда Дэвид не мог слезть с наркоты. В общем, карта легла другой стороной, и теперь Дэвид помогает Мастейну. А Элиса Купера помним? Да, я уже говорил, как он помогал и следил за Дэйвом, чтобы тот не злоупотреблял алкоголем и наркотой, и Мастейн не раз вспоминал его наставления. Ну и спорт. Я обещал, что про него еще поговорим, вот и поговорим. В общем, спорт был отдушина Дэйва. Занимаясь спортом, он забывал про все дерьмо, что было в его организме, и ему это действительно помогло. Наконец, преодолев свою зависимость, группа решает уйти в недолгосрочный отпуск. Следующий студийник записывался в Аризоне. Было очень сложно найти место для записи из-за проблем с организацией и так далее. В итоге они забили и арендовали склад, в котором построили свою студию. Ее строили аж 4 месяца, но результат того стоил. Впервые за все время они решили записываться все вместе, а не по отдельности, как это было раньше.
Если вслушиваться в песни, то можно услышать неидеальную обработку звука и посторонние шумы. Я всегда считал, что ошибка есть ошибка, и ее нужно исправлять. Но однажды, оставив одну погрешность, я удивился тому, как вдруг сразу песня начала дышать. Так человеческое несовершенство добавляет чувство сыгранному и записанному на пленку. В этот раз соло-партии конкретно достались Марти Фридману, он их отыграл гораздо больше Дэйва. Это большое недоразумение, что меня считают знатоком всяких гамм и ладов. На самом деле это не так. Я не умею ни читать, ни записывать ноты. Всю жизнь я играл по слуху. К моменту, когда я освоил гитару, я не считал необходимым изучать теорию. Я играю не так уж быстро, как всем кажется, это всего лишь иллюзия. Я лишь пытаюсь понять взаимодействие аккордов и мелодии. Однако Дэйв считал иначе. Игра Марти в этом альбоме лучше всего того, с чем он занимался до сих пор. В отличие от прошлых работ, здесь они наконец-то отошли от военной и политической тематики. Но обо всех песнях по порядку. Открывал альбом Reckoning Day. Вторая Train of Consequences. Песня про игру в Казич. Третья Addicted to House. Четвертая «A Total Monde», песня о последних минутах жизни и прощании с этим миром. Когда я ее написал, я подумал, что это очень красивая баллада. Она рассказывает о моем сне, в котором мне явилась моя покойная мама, и я разговаривал с ней, словно она снова жива и сидит рядом. Она сказала мне всего одну вещь: «Я люблю тебя». И тут я подумал, если бы я умер и мог вернуться в мир живых для того, чтобы сказать всего одну вещь, только одну фразу, что бы я сказал? Я решил, что скажу: «Я люблю вас всех». Забавно, что MTV отказались крутить клип на эту песню, так как она якобы пропагандирует суицид, на что Дэйв ответил: MTV не будет крутить «A Total Monde». Они посмотрели наш клип и говорят, что, мол, люди будут от него с собой кончать. А я так подумал: ребята, вы объявили Курта Кобейна человеком года, а ведь от его записи куда больше тянет выбить себе мозги. Seriously, I took things, the harder the rules became. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. That's à tout le monde, à tous mes amis. Пятая Elysian Fields. Uneasy feeling burning out my
6-я The Killing Road. Again we start the stage. In March beat we engage. Lost my mind. I lost all my money. I lost my life to the killing road. I lost my mind. I lost all my money. I lost my life to the killing road. 7-я прекрасно Blood of Heroes. Walking stiff, let me tell ya. Better left for dead. Ladies and gents, we're still alive by the skin of our teeth. Now it's good time. Angel in our pocket, devil by our side. We ain't going nowhere, cause heroes never die. Blood of heroes, they never die. Still alive. Blood of heroes, they never die. 8-я Family Free. Got things remembered. The tigers eat their young. The body stayed, but inside the head, the mind was on the run. Conspiracy of silence, the only way out of pain is turn around, run through it, man. Too wet, too coming from the rain. 9-я Юдханасия. Who'd believe when the way things are here, we'd be going anywhere, telling the people how to live. 10-я I Thought I Knew It All. Somewhere there's a reason why things go like they do. Somewhere there's a reason why some things just fall through. We don't always see them for what they really are, but I know there's a reason just to see it from this far. Maybe I don't like it, but I have no choice. I know that somewhere someone hears my voice. 11-я Black Curtains закрыла альбом Victory. Альбом выпустили и сразу отправились в тур в поддержку альбома, который длился аж 11 месяцев. Во время отпуска Mustaine запускает свой сайт-проект MD45, Фридман в своей собственной студии записал новый, свой сольный альбом True Obsessions. Однако отпуск был не очень долгим, и уже в сентябре 96-го группа садится записывать альбом Cryptic Writings. That is evil. Альбом получился достаточно смешанным в плане музыки, стили как будто менялись постоянно, и на самом деле так и было задумано. Мы разделили альбом на 3 части. Часть альбома по-настоящему быстрая и агрессивная, часть выполнена в старом стиле Юдханасия, а часть мелодичная и креативная.
Альбом открыл Trust, одна из лучших композиций на альбоме. Все-таки именно она была номинирована на Грэмми. Вторая Almost Honest. Тексты этих двух песен схожи, но конкретно здесь парень встречается с девушкой только ради секса. Она об этом узнает и бросает его, после чего парень понимает, что любит ее. Третья You the Man, песня про самого Мастейна. То есть про человека, который умер от передоза. Дэвид Эллифсон рассказал: у нас есть друг в этом городе, Феникс, который помогает наркоманам. Его друг умер от передозировки героина. Он нам поведал об этом. What he left, a list of plans and photographs. I see the man who's the needle. I've seen them crawl from the cradle. Gutter on them. They fight a war, but it's fatal. It's so hard to understand. I've seen the man who's the needle. Четвертая Mastermind. Шестая I'll Get Even.
7-я Sign или Sin. Unfamiliar face, complete life in disarray. A simple man, power drunk, no worries of living, no more anything. Deep inside, I've seen it rise. Actions progress to no end. Mirror, mirror, please look inside. Do you see the reasons that we say? 8-я A Sacred Place. There's a secret place I like to go. Everyone is there, but their face don't show. 9-я Have Cool, Will Travel. Round and round, the wheels on the bus go round and round. Mama's packed their lunches, kids pack their guns, wishing it won't go away, but nothing's getting done. Hey, Я сейчас прям во время монтажа заметил то, что мне риф этой песни очень напоминает риф Rock You Like a Hurricane от Scorpions. По-моему, что-то есть такое. Ну, возможно, конечно, это просто совпадение, что, скорее всего, и является совпадением, но мотив как будто чем-то, ну, навеивает, да? here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. 10-я и моя любимая She Wolf. Mother of all that is evil, her lips are poisonous venom. Wicked temptress knows how to please. Priestess roars, get down on your knees. The right to the praying mantis. Kiss the bones of the enchantress. Spellbound searching through the night. Howling man surrenders the fight. The fight. One look in and lusting eyes. Savage fear in you will rise. Deep terror sinking in the bite of the sequel. 11-я Vortex и 12-я FFF. В целом альбом вызвал смешанные эмоции, как минимум у меня. Как будто делить альбом на 3 разных стиля было не самой хорошей идеей. Хотелось материала более, который придерживался бы одного стиля. Но что есть, то есть. Альбом выпустили и традиционно полетели в тур, во время которого у Ника возникли проблемы с коленом, а конкретно у него обнаружили опухоль. Ника пришлось заменить барабанщиком Джимми Деграсса. А когда Ника вылечили и он был полон сил для игры, ему сказали просто нет. Когда я лежал в больнице, уже оправившись от травмы, мне позвонил Дэйв и сказал: нам больше не нужны твои услуги. Так Джимми Деграсса и остался на постоянной основе. После тура, конечно же, следовало садиться и записывать новый альбом. Он получил название Risk. Забавно, что альбом получил это название после того, как Ларс Ульрих сказал, что Дэйву нужно больше рисковать и экспериментировать со своей музыкой. И честно, этот альбом мне, совсем не нравится. Слушать его крайне муторно и удовольствия я не получаю. Если уход в более heavy metal звучание у Металлики прошло успешно, то у Меги я не могу сказать то же самое.
Песням не хватает энергетики. Они недостаточно тяжелые, чтобы качать головой под ритм, но они достаточно быстрые, чтобы заинтересовать слушателя. Неудивительно, что альбом получил плохие отзывы и по-настоящему провалился в коммерческом плане. Но это еще не все. В 1999 году Марти Фридман заявляет об уходе из группы. А ведь потенциал Марти был еще велик, но так как Мега стала недостаточно агрессивной и тяжелой для него, он покинул группу. В те времена было много классной музыки в стиле нью метал. Нам нужно было становиться более современными, потому что то дерьмо, которое мы делали, было недостаточно агрессивно, а наши попсовые вещи были недостаточно попсовые. Если мы собираемся играть поп-музыку, давайте делать правильные поп-песню. Если мы собираемся играть металл, то давайте сделаем полностью металлическую песню и сделаем ее реально тяжелой. Однако есть еще одна версия ухода Марти, якобы из-за того, что в песне Bright Line Мастейн заменил соло Марти на свое. Причем соло Марти было записано, но его решили вырезать. Однако не думайте то, что Мастейн такой говнюк. Нет, у Марти тоже были свои тараканы. Творческие разногласия у них были практически всегда, и Дэйв очень часто уступал Марти, пусть и не всегда, но Дэйв не был каким-то злодеем, берущим все только на себя. А Марти же часто обижался из-за каких-то мелочей. В общем, не по делу он слюни пускал. Дэйв всегда говорил, что клипы не должны опошлять музыку, на что Марти возражал и говорил: а давайте снимать телочек. Let's get on the boat, let's get some chicks in the video. Но с этим, думаю, разобрались, переходим к будущему. На замену Марти пришел Эл Петрелли. В начале нулевых Дэйв серьезно увлекся религией и по сей день является христианином, хотя и не навязывает свое мнение слушателям, давая сделать им свой выбор. В 2001 году выходит 9-й студийник The World Needs a Hero, вновь не самая лучшая пластинка группы. Сам Дэйв отзывался о группе как корабль, потерявшийся в море и ищущий свой курс. Вот несколько хороших песен с альбома, все показывает, смысла нет. Let me introduce myself. I'm a social disease. I come for your wealth. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. I got here on my own. I won't ask for mercy. I choose to walk alone. What's yours is mine. What's mine is mine too. If you shake my hand, better count your fingers. What if I do get caught? What if there is no judgment? If I'm right, I lose nothing. If you're right, I lose it all. Welcome to an empty fortress, a mighty wreck that once was proud. Eaten alive by oxidation, abandoned by a crew of cowards. После второго провала подряд группа распадается, однако не по причине конфликта внутри группы. У Дэйва обнаружили камни в почках, ему пришлось уйти на лечение в Техас, а немного позже к камням добавилась еще и радиональная нейротерапия. Короче, он травмировал нервы левой руки и предплечья руки, да так, что Дэйв больше не мог играть на гитаре. В этот момент он и объявил, группа распадается на неопределенный срок. Дэйв пролечился 4 месяца, после которых он уже мог пользоваться рукой, но учиться играть ему буквально приходилось с нуля. Полное же восстановление Дэйва заняло год, и уже в 2004-м он хотел записать сольный альбом, но из-за контракта с лейблом он был обязан записать альбом под именем Megadeth. После этого Дэйв посидел, подумал и решил собрать классический состав, вернуть Марти Фридмана и Ника Менса. Но Фридман отказался, Элифсон тоже решил не возвращаться в группу, так как у них были конфликты с Дэйвом, а Ник Менса вот согласился. Правда, уже через несколько недель Мастейн уволил Ника по причине недостаточного мастерства. В итоге запись альбома прошла с музыкантами Винни Калаюта, Джимми Ли Слоаса и Крисом Поландом. Юбилейный 10-й студийник вышел в 2004 году. На обложке вновь политика. This is breaking news. It appears that Air Force One was
this morning by a sleeper cell of rogue terrorists firing a Stinger missile. The pilot and all passengers are unaccounted for. The president's... The stage is set. Who'll be the first to break? We can't go to war. Remember that Vietnam thing. A peace at any price. Put the gun to your head. Bang, bang. Weakness runs in your family, but what runs in mine is death. Вторая Die, Dead Enough. Cold sweat, I reenact the lurid scenes. I can't shoot straight enough, and I can't hold on enough, and I can't stay down enough, and I can't take pain enough, and I can't breathe fast enough, I can't die dead enough. The air is thick, but the oxygen. Третья Kick the Chair. Dawn breaks evenly today. Of the truth and the light. Our eyes goes in session. One hand inside, one high. Kick the chair. The rope's tight, just like one quick wrench. The truth is out. Friend or foe. I've gotta hang on dead, or they'll come back around. Taking his course one way, it keeps track. Четвертая The Scorpions. My life is everything that feeds my thirst, that causes sin. Once I climb onto your back, I will promise not to sting. I will tell you what you wanna hear and not mean anything. And then I treat you like a dog, as I shoot my better man. You pretend you didn't know that I am a scorpion. Oh. Пятая Tears and a While. This may seem all too confusing. How I could walk away from something so rare. Save my tears. Everything has lost its meaning. I haven't let it go. To find myself, it starts something new, brand new. Шестая I Know Jack. I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you know Jack Kennedy. Senator, you know Jack Kennedy. Седьмая Back in the Day. Where were you when it happened? Where can you be found? Were you at the front of the stage or in the underground? Well, that was back in the day, and never you weren't there. It doesn't matter anyway, because you wouldn't understand.
9 Trust Be Told, 10 Of Mice and Men, 11 Shadow of Death и 12 My Kingdom. В 2007 Мега выпускает очередной альбом United Abominations. Название «Игра слов» на русский это переводится как «Организация Объединенных Мерзостей», отсылка на Организацию Объединенных Наций, то есть ООН. С обложкой получилось смешно. Был объявлен конкурс за лучшую обложку. Главное условие это наличие Вика Раттлхеда. В итоге победила работа автора, чье имя так и не было названо. Кстати, забыл сказать, что в группе заменился басист, на его место встал Джеймс Ламенса. Альбом в целом вышел неплохим, но все равно это уже была не та Мега. Да и сказать честно, лично мне альбом вообще не нравится. Уже в 2008 из группы уходит Глен Дровер из-за графика, которую он не вывозил, и конфликты между ним и другими участниками. На замену взяли Криса Бродерика. Мастейн даже в какой-то момент назвал Криса лучшим гитаристом Мегадет, также Марти Фридман в углу. Зато в 2009 уже с самим Мастейном произошла трагедия. В этом году Металлика была введена в зал славы рок-н-ролла, и сама группа пригласила участвовать Дэйва на церемонии, но включен в зал как участник группы Металлика он не будет, так как не принимал участие в записях альбомов. Мастейн предложение отклонил, но поздравил друзей из Металлики и отправился в тур. В сентябре того же года выходит пластинка Endgame, презентация которого действительно навела шумихи. Продюсер Энди Сним в промо-ролике сказал: «Это, безусловно, старый добрый Мегадет, как раз то, что мне нравится». Сам Мастейн выражался еще более развернуто. «Это быстро, это тяжело, здесь есть и пение, и крик, и просто беседа. Соло просто сумасшедшее. У нас есть концептуальные песни, например, The Right to Go Inside, песня о том, как чувствуешь себя, будучи уничтоженным, как многие американцы после экономического спада и потенциальной депрессии 2000 года. Или By the Hand, песня о жадности поручителей, банков, о том, как они просто не заботятся об ответственности, которую несут перед общественностью. И вот это уже действительно старый добрый Мегадет, возвращение к трэш-металу, не иначе. Разбирать каждую песню не буду, но самые классные композиции к прослушиванию обязательно. В 2010-м произошло возвращение второго отца-основателя. Дэвид Эллифсон вернулся в группу после ухода Джеймса Ламенса. Об уходе Джеймса ему сообщил барабанщик Шон Дровер, но, как мы помним, у двух Дэйвов были разногласия, и вот тут Шон сказал Эллифсону: «Если когда-либо и было для тебя и Дэйва время поговорить, то это сейчас». Они поговорили, и дуо Дэйвов снова в группе. А еще в этом же году произошел концерт большой четверки трэш-металла, первого воссоединения Мастейна с Металликой на одной сцене. В 2012 году выходит самый провальный альбом Меги с точки зрения критиков – Super Collider. На обложке был изображен адронный коллайдер, собственно, в честь которого альбом и был назван. Альбом, в принципе, неплохой, но могло быть лучше. Кстати, в качестве гостя Мастейн пригласил участвовать Дэвида Дреймана из Disturbed. 25 ноября 2014 группу покидает Шон Дровер, а вслед за ним на следующий же день из группы ушел и гитарист Крис Бродерик. Несмотря на критику от критиков, Дэйв ясно дал понять, новый альбом уже пишется. Альбом Dystopia был выпущен в 2016 году, но не без проблем. Практически всю его запись с Дэйвом происходили одни неудачи. То у одного участника умрет родственник, то кто-то уйдет, то у него у самого найдут останки его тещи. Короче, было все очень и очень плохо. Зато материал, выпущенный ими, был невероятно хорошим. If you want
Но альбом не скрасил и без того негативные эмоции, а огонь в масло подлило еще и одно событие. На 59-й церемонии Грэмми Мега таки взяла заслуженную награду. Спустя 11 неудач Дэйв это сделал, но и тут его не оставили без напоминания о прошлом. Когда объявили, что Megadeth стали лучшими, группа выходила не под какой-нибудь условный Holy Wars или Tornado of Souls. Нет, они, блять, выходили под Master of Puppets от Металлики. Ирония еще в том, что Дэйв не указан как соавтор песни, каких-либо его партий там просто нету. Хотя, как позже сам скажет Мастейн, он даже не обратил на это внимания и, в принципе, не знал об этом, пока ему не рассказали. Тогда его эмоции ничто не могло заглушить. Все-таки они охотились за этой наградой больше 20 лет. В 2017-м Мастейн на интервью рассказал: «Мы планируем вернуться в студию. Мы, вероятно, начнем наброски некоторых своих идей в конце года. Мы думаем, что это будет либо в ноябре, либо в декабре». В течение 3 лет альбом делался, а группа была в турах, пока не произошел худший инцидент, который может случиться с любым человеком. Хуже уже просто некуда. 10 мая 2021 года в запрещенном на территории РФ в Инстаграме было выложено разоблачение на Дэвида Эллифсона с прикрепленным видео, на котором Дэвид, скажем так, ухаживает за своим удавом прямо на камеру, обращаясь и снимая это все для какой-то девушки. Но это была не просто девушка, а несовершеннолетняя девочка, которую он якобы преследовал. В этот же день Мастейн отписался от Дэвида в Инстаграме, а на следующий день в официальной группе Megadeth в Твиттере было опубликовано сообщение: «Нам известно о недавних заявлениях относительно Дэвида Эллифсона, и мы внимательно следим за развитием событий. Что касается творчества и бизнеса, то мы все знакомы друг с другом. Однако в личной жизни Дэвида явно есть аспекты, которые он держит при себе. Важно, чтобы каждый был услышан открыто и уважительно по мере развития ситуации. Мы с нетерпением ждем, когда правда выйдет на свет». А еще было сообщение и от самого Дэвида с той самой девушкой. Дорогие поклонники и друзья, как вы, возможно, знаете или еще не знаете, некоторые частные и личные записи разговоров и взаимоотношений всплыли в сети и были опубликованы со злым умыслом третьей стороны, которая не имела права обладать или делиться ими. Хотя это безусловно постыдно, я хочу ответить на этот вопрос как можно более открыто и честно. Я не горжусь этим, но это были частные взрослые разговоры, которые были вырваны из контекста и использованы для нанесения максимального ущерба моей репутации, карьере, семье. Другая вовлеченная сторона сделала заявление, которое вы можете увидеть ниже. Я благодарю ее за это и надеюсь, что это прояснит ситуацию, которая была совсем не такой, как ее представляют. Смиренно ваш, Дэвид Эллифсон. Я именно та девушка, которая сейчас говорят о сообщениях о Дэвиде Эллифсоне. И я просто хочу рассказать свою версию истории, потому что люди распространяют дезинформацию. Ситуация выходит из-под контроля и имеет мало общего с реальностью. Да, эти видеозвонки действительно имели место, но инициатором их была я, и я не была на тот момент несовершеннолетней. Всегда это было по обоюдному согласию. Ничего неподобающего до этого не происходило. Все было по обоюдному согласию, я не являюсь жертвой, меня совершенно не обхаживали, и именно я была инициатором. Я просто была достаточно наивна, чтобы записать видео и поделиться им с другом без разрешения Дэвида. В конце концов, все было по обоюдному согласию, и все это происходило в интернете. Я не знаю, как все дошло до случившегося, но многие люди, намеренно пытающиеся навредить ему, упускают много информации. Я бы попросила всех, кто распространяет эти личные частные видеозаписи или любую дезинформацию о нем, остановиться. Но как-либо спасти ситуацию это не помогло, да и не должно было помочь. 14 мая аккаунт группы отписался от Эллифсона. 16 мая Дэвид удалил свой аккаунт в Твиттере и закрыл аккаунт в Инстаграме. 24 мая Мастейн на своем личном аккаунте выложил пост, где было четко сказано: «Дэвид выгнан из группы». Кому верить, а кому нет, решать вам. 17 июня Дэйв в одной из телепрограмм сказал, что все базовые партии Дэвида будут перезаписаны другим басистом и не войдут в альбом, что по итогу и случилось. На замену Дэвиду вернулся Джеймс Ламенса. Предпоследний альбом Меги The Sick, The Dying and The Dead вышел 2 сентября 2022 года. Проблемы начались еще задолго до записи. Во время тура у Мастейна обнаружили рак горла. Но камон, это же рыжий ублюдок, его ничто не способно убить. Если даже клиническая смерть ему не помешала, то рак это вообще что-то, на что можно не обращать внимания. Ладно, понятно, что все это шутки, но Дэйв действительно вылечил рак горла, только вот произошло это все в 2020 году, а тогда случился ковид, из-за чего группа и не смогла по-нормальному записывать альбом. И этот альбом вышел просто охерительным, а песня We'll Be Back вообще была номинирована на Грэмми. Его очень хорошо приняли. Для нас это был успех. У нас и раньше было несколько попадавших на хорошие места в чартах пластинок, но это стало самым популярным в мире. В прошлом мы выпускали пластинки, которые были успешны в какой-то стране, но не повсеместно, а эта пластинка была очень хороша во многих странах. Есть ряд стран, где металл просто не любят, но в целом я был чрезвычайно доволен результатом этого альбома. Пока складывается ощущение, что нет ничего невозможного. Мы получили труднодостижимую премию Грэмми
которой так долго стремились. Это случилось, и это было по-настоящему захватывающе. Мы выполнили все условия нашей сделки по записи, издательской сделки. Все, я свободный агент. К счастью, очень известной группы, которая никому ничего не должна. Сейчас весь мир принадлежит мне. Мы готовимся к поиску нового контракта на запись, нового издательского контракта, контракта на продажу товаров и всего остального. Мы избавились от всех людей из нашего прошлого и хотим начать все с чистого листа. Новая метла по-новому метет, верно? Итак, мы начали процесс, и я никогда еще не был так счастлив. Это забавно, потому что один из парней, которых я уволил, говорил «вперед и вверх», и я могу сказать ему прямо сейчас «в точку, детка, черт возьми». В том же 23-м сбылась мечта Марти Фридмана. Он все-таки выступил в Токио на Будокане вместе с группой, концерт который он ждал почти 30 лет. Мастейн переехал жить в Италию. Мне нужно рассказать вам кое-что. Пару недель назад я купил дом в Италии. Только представьте, вы просыпаетесь завтра утром, видите меня из окна с коробками и думаете, черт, этот мужик похож на Дэйва Мастейна. Посмотрите на эти гитары. Наверное, это и вправду он. И вот тут, казалось бы, все, Мастейн уже дед, пора остановить студию и гастроли, но ни хера подобного. В 2023 году Мастейн заявил, если между альбомами пройдет 2 года, допустим, так и будет. Если мне удастся выпустить их быстро, то, скорее всего, это будет 3 года, ну, допустим, 2 года. И я выпустил альбом. У нас еще есть около года, по крайней мере, на этот. Так что в 25-м мы уже будем работать. Сейчас мы не в турне, мы к нему готовимся. Я также готовлю студию и все оборудование к тому, чтобы начать сочинять. В данный момент я не пишу новую музыку, но я готовлюсь к этому. И этот процесс, последние пару пластинок заняли намного больше времени, чем обычно, из-за кадровых проблем, переездов, пандемии, раков, всего того, что произошло. Я думаю, что в этот раз с момента начала работы до ее завершения не пройдет столько времени. Я чувствую, что во мне есть еще этот дух. Возможно, к концу этого года я буду готов приступить к записи нового материала. В перерывах между записями нужно жить, а мы сейчас живем так быстро, что мне приходится делать заметки, чтобы помнить много из того, что происходит в повседневной жизни. Я имею в виду, что мне приходится вести дневник своей жизни, чтобы потом оглянуться назад и сказать: черт, посмотри, что я натворил. Чувак, это безумие. Да, Дэйв хотел сделать еще минимум 3 альбома, но все-таки старость взяла свое. Да и Дэйв уже больше времени хотел проводить с семьей. 14 августа этого года группа анонсировала 17-й финальный альбом Megadeth. На обложке стоит Вик Раттлхед в белом костюме, а его правая часть сгорает. У меня это любимая обложка в металле в принципе. Минималистично и без лишних деталей. Все как надо. Очень эстетическая обложка. Ну и на этом все. Вначале я говорил, что ролик сделан не просто так. И да, он посвящен выходу последнего альбома Megadeth. Обзор на альбом выйдет на канале, как только выйдет сам альбом. Очевидно, что ролик делался достаточно долго, около месяца я его только монтировал. До этого был сценарий и так далее. Но, в общем, за время, что я его делал, вышел первый сингл с альбома. Называется Tipping Point, и вот он. Конечно, многие сказали то, что средняк, не очень, но лично для меня офигенная песня. Особенно соляки просто вообще на уровне. Today I may bleed, but tonight you
Итак, пока я монтировал этот ролик, как я уже сказал, вышел, во-первых, сингл, во-вторых, уже спустя 2 дня, как я смонтировал ролик, стало еще больше информации о новом альбоме. Да не только о новом альбоме, а еще и о туре. Начнем с того, что стали известны названия всех песен на альбоме. Их будет всего 13, и давайте я их сейчас назову. Первая Tipping Point, мы уже ее послушали, да. Вторая I Don't Care. Третья Hey God. Четвертая Let There Be Shred. Короче, как я понял, это будет закос под Let There Be Rock от AC/DC. Одна из любимых песен у меня, у этой группы. Обожаю AC/DC. Пятая Puppet Parade. Шестая Another Bad Day. Седьмая Made to Kill. Восьмая Obey the Call. Девятая I'm War. Десятая The Last Note. Вроде бы. 11-я, вот то, что меня удивило больше всего, и в что я не верил до последнего. Мастейн сделал кавер на Металлику. Это Ride the Lightning, 11-я песня альбома. Как бонус-трек будет считаться. Вот это, сейчас мы еще к нему вернемся. 12-й стала Nobody's Heroes и 13-й Bloodlust. Последние 2 трека, получается, вместе с Ride the Lightning, они будут бонусными. А еще я забыл сказать то, что альбом выходит уже 23 января. Теперь, что касается Ride the Lightning, давайте я просто зачитаю обращение Дэйва. Что касается нового альбома, мы записали Ride the Lightning, и причина, по которой мы это сделали, в общем-то, очевидна. Это песня, к созданию которой я имел непосредственное отношение. И когда мы с Джеймсом работали над ней, мне стало совершенно ясно, с самого момента, как он только начал играть на гитаре, насколько он выдающийся гитарист. И я подумал, что будет очень здорово замкнуть этот круг, отдать данное уважение, сыграть песни, которые я написал вместе с Металлика, и, значит, почтить нашу дружбу. Даже несмотря на то, что за прошедшие годы она была испорчена и разорвана из-за эмоций, когда мы, скажем так, не всегда были дружелюбны друг к другу. Но я всегда испытывал огромное уважение к гитарной игре Джеймса и песням Ларса. Так что было здорово сделать это и добавить трек на пластинку. Мы слегка, самую капельку ускорили темп и немного переиграли соло. Мы стоимо перекидывались им друг к другу, так что, возможно, вы услышите некоторые отличия в темпах. И, конечно, я пою иначе, чем Джеймс, команда тоже другая. Но, повторюсь, смысл был в том, чтобы замкнуть круг и просто продемонстрировать, что мы с Джеймсом, как гитаристы, можем изменить мир. Вот, в общем-то, слова Дэйва. Я был просто в шоке, когда увидел эту новость. Но еще больше я был в шоке. Ладно, я не был в шоке больше с этого. Короче, анонсировали они прощальный тур. Он будет длиться 2 года. И начнется в апреле 26 года в Латинской Америке. Вот. Они вернутся в Турцию 100%, и в Казахстан, соответственно, тоже будут. Поэтому, кто хочет, Россию, конечно, стороной проедут, к сожалению, но хотя бы Казахстан и Турция уже можно, довольствоваться этим, так что, пацаны, покупаем билеты, как только их анонсируют. Но теперь точно, пацаны, всем пока, спасибо, что посмотрели этот ролик, и я очень вам благодарен. The harder the rules became, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished all my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's gone, that's all. Tout le monde, à tous mes amis, je vous aime, je dois partir. These are the last words I'll ever speak, and they'll set me free. If my heart was still alive, I know it would surely break, and my memories left with you. There's nothing